Принесли мне сегодня такого петуха васильковского, графин, всемирно известного. Это Васильковский завод керамики. И кто не знает, я расскажу вкратце эту историю, благодаря чему этот петух получил всемирную известность. До 2022 года такие петухи продавались максимум по 50-100 гривен. Это максимум. Сейчас же цена совершенно другая, потому что после облетевшего весь мир фотографии руин Бородянки, там, когда оголилась стена дома, кухни, и был шкафчик с этим петухом, в общем, в результате он стал символом этой войны в Украине. Его подарили во время визита Борису Джонсону, Зеленскому такого петуха подарили. Ну, в общем, теперь у всех есть такие петухи, и все хотят владеть подобными петухами. Честно говоря, как художественное произведение этот петух никогда не привлекал мое личное внимание. Но сейчас это тренд. Тренд такой. Поэтому такая вот у меня сегодня покупочка чисто случайная. Пришел человек, говорит, есть петух, хотите купить? Я говорю, да нет, не хочу я никакого петуха. Ну, потом в результате он достал его, я посмотрела, подумала, и думаю, а почему бы мне не взять этого всемирно теперь известного петуха? Пусть будет. Вот такой вот петушок. Мы тут сейчас приехали по одному дельцу. А тут смотрите, что на подъезде обычного такого дома старого, 9-этажки, сделали такую инсталляцию из игрушек. Честно говоря, у меня такое двоякое впечатление. Как вы относитесь к подобного рода инсталляциям? Тут еще медведь без ног. Не, ну честно говоря, мне лично страшно. Смотри, у медведя нет ног. Смотри, еще во время войны, честно говоря, лучше это убрать, потому что у детей может быть тоже, прикинь, травма сказала, психики. Прикинь. Капец. Еще учитывая, чтобы вы понимали, мы сейчас на Салтовке. Это же Салтовка? На Салтовке еще такие делать инсталляции с такими куклами. Пупс без ноги, Ромас. Посмотри. Это ужас какой-то. Ребята, напишите, что вы думаете по поводу. Это типа, может быть, это какой-то художник сделал, да? Это инсталляция с глубоким смыслом, мы просто не понимаем. Может, дети? Дети? Ну, я не знаю. А черепашка без глаз, а не с глазами. Господи. Как раз сейчас я возьму очки, Юлечка. Смотрите, в каком я кресле сижу. Как вам? Здорово. Мне нравится. Необычно. Тут немного коробка мне мешает, но так необычное такое кресло. Это я в гостях. Аромас книги будет смотреть. Средний такой кубчик. Дорвался. Посмотрите на этого библиофила. Библиофил дорвался. Пришел смотреть раритетные книги. Только пришла домой, только выпила чашку чая. Слишком сегодня у нас такой был насыщенный день. Сначала были на работе, а затем еще заехали. В принципе, тоже по работе. Нужно было посмотреть книги. И что я вам хочу сказать? Хочу сказать то, что я максимально стараюсь абстрагироваться, не смотреть новости, но тем не менее это все равно проникает. Информационное поле. Оно такое, как бы ты ни хотел, все равно какая-то информация просачивается, проникает, что-то мне попадается в ленту Ютуба, я это стараюсь проматывать. Хочу сказать за Израиль,
за Палестину я уже вам сегодня говорила, я выставила видео в шортс, кто-то сказал, куда вы поехали, вы что, с ума сошли? Никуда мы не поехали, ребята. Мы там были, и были это еще 5 лет назад, и поэтому о чем речь? Просто воспоминания о храме Рождества Господнего, о храме гроба Господнего. У меня даже есть кусочек, я когда-то рассказывала. Привезли паломники 19 века. Я не знаю, кто смотрит мой канал регулярно, уже 1,5 года я рассказывала эту историю. Раньше, в 19 веке, паломники регулярно посещали святые места, Иерусалим, Вифлеем, и везли вот из Иерусалима, из храма гроба Господнего кусочки до того, как на нем появился такой уже саркофаг, стеклянный куб. Ну, в общем, до того, как это все закрыли, маленькие кусочки этого мрамора разбирали на сувениры паломники, но, естественно, не все. И, в общем, один из таких сувениров попал ко мне от одного, кстати, известного священника Харьковского из его семьи. Ладно, я покажу. Если я уже начала об этом говорить, то я уже покажу, к чему я это говорю. Знаете, у меня есть такая особенность, она какая-то дурацкая. Я начинаю, вот, это старая гравюра 19 века. Здесь печать, гравюра 19 века, и вот здесь вот изображен алтарь, да. В общем, здесь гроб Господень стоит, и вот этот вот кусочек, действительно кусочек гроба Господнего. Почему-то из семьи одного священника вот так вот досталось мне по случаю когда-то. Мне подарил эту вещь очень хороший человек, вернее, нам с Рамазом подарил эту вещь очень хороший человек. Когда-то я вам расскажу эту историю. Я вам не об этом сейчас хотела рассказать, об Израиле. Так как мы там были, у Рамаза есть родственники, проживающие там сейчас. Есть у нас друзья, которые тоже уехали в Израиль беженцами. Когда здесь началась война, они уехали в Израиль беженцами. Кто-то звал нас к себе, кто-то звал... Спасибо огромное всем людям, которые за эти 1,5 года звали нас, нашу семью, в различные уголки планеты. Звали к себе домой. Я запомню это на всю жизнь. Ваше доброе, открытое сердце. Спасибо вам огромное всем, кто действительно приглашал нас под... Но сейчас я опять перескакиваю. Блин, мне столько вам всего хочется рассказать. У меня даже, вот знаете, не хватит одного видео, а всегда вот что-то начинаешь одно рассказывать, приходит другая мысль, 3, 4, 5, 10. Итак, в общем, люди, которые уехали, к чему это все говорю, беженцами, куда бежать? Вот куда бежать, в какую страну? Очень часто вы мне говорите, уезжай, убегай, найди более безопасное место. А куда бежать? Куда можно уехать, убежать, если вот сейчас уже на сегодняшнюю минуту мне написали мои друзья, что уже в этой войне, в израильской, которая вот происходит за последние сутки, найдены тела 2 украинских беженцев. Еще много лежит тел неидентифицированных. То есть сейчас военные действия, есть убитые на улицах, не всех удается идентифицировать. Есть места, где невозможно подойти и забрать тела. Поэтому сколько еще, не дай бог, конечно. Я вообще хочу, чтобы был мир во всем мире. Мне не важно, какой национальности человек, вы знаете меня, кто смотрит давно мой канал. И вот что касаемо моих детей, да, вот если взять моих детей, национальность Норы и Амирана, то в них вообще 4 крови, я об этом говорила. Это украинская, русская кровь, грузинская и еврейская кровь. И поэтому смотреть на происходящее для меня страшно. Страшно, больно осознавать. Поэтому вот уже, пожалуйста, украинские туристы. Туристы, что я мелю? За туристов, кстати, вот мне прислали видео, я вообще была в шоке. Почему вот за туристов я сказала? Украинские беженцы, к сожалению, погибли на сегодняшний момент 2 человека. Что касаемо туристов, я ужасную вообще посмотрела новость. Тоже мне по вайберу шлют друзья знакомые.
Значит, в Египте расстреляли, офицер полиции Египта расстрелял автобус с туристами из Израиля. Ну, поэтому у меня сейчас... Я стараюсь отвлекаться. Кто бы мне что ни говорил, знаете, вот я уже говорила, что все отражается на здоровье, все отражается на нашей нервной системе, на нашей психике, на наших каких-то болезнях, не дай бог, на наших детках. Поэтому старайтесь отвлекаться на что угодно, на домашних питомцев, не реагировать, потому что вспомните историю с моим глазом, слава богу, он прошел, потому что я проработала эту ситуацию, я отпустила, я постаралась максимально абстрагироваться. Ну, и чтобы мы должны дожить до мира целыми и невредимыми. Я максимально все стараюсь сделать, чтобы дожить до мира, сохранить здоровую психику себе и детям. Поэтому для меня, конечно, естественно, это отвлечение на искусство. И, как вы могли заметить, я куда-то постоянно бегу. Есть такое. Бегу, я когда бегу, я отвлекаюсь. Друзья, завтра продолжим этот разговор, потому что я уже, наверное, пойду отдыхать. Всем хорошего, доброго, тихого вечера, мирной ночи. Не забывайте поставить под видео лайк и подписаться на канал. Мне будет приятна ваша подписка. И сладких снов, кто будет смотреть уже это видео перед сном.